Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 декабря. Представляете? Последний месяц года у нас с вами. Что или кто появится неожиданно? И может быть это как неожиданная возможность. Или вам доведется в той или иной сфере жизни принимать важные решения, решиться на первый шаг. Возможно, это будет новость или информация, которую вы услышите. И это нужно как-то додумать, переложить на реальность. Возможно, это будет связано именно как словом «кто», с конкретной персоной, человек какой-то придет, или как вестник принесет вам какую-то новость или весть, как гонец, да, и вот эта информация, она вам тоже зачем-то будет нужна. Время осмысленных действий, решений, не на автоматизме, это уж точно. Ну, давайте узнаем. Первые 3 карты — знаки судьбы. Это потоковая информация, мы не задаем вопросов картам, но прислушаемся к интуиции, что они нам подскажут. Может быть, это какая-то ваша проблема, которую, кстати, вы пытались многократно решить. У нас ведь ретро-уран. Вот, подумайте, мои дорогие, что вас, может быть, как мучает или что у вас никак не решается. Э, Какая-то тема покоя не дает. И я так думаю, через знаки судьбы альтернативные подсказки будут. Итак, первый знак судьбы. Что там произойдет, случится, или в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Второй знак судьбы и третий знак судьбы. Так что ж там или кто ж там появится неожиданно? С чем это связано? Давайте узнаем. Что или кто появится неожиданно с 1 по 10 декабря для овнов. Ну и продолжим раскрывать эту тему. На пороге каких событий вы стоите? Зачем все это было нужно, например, да? Что это значит для вас? И третья карта. К чему это все идет? Как это все обернется? И по основным сферам жизни достанем 3 карты. Что ждет или чего ждать? Сфера личной жизни, ну и вашей личности тоже может быть это так. Взаимоотношений, любви, сфера финансов и сфера ваших достижений. Дела, соглашения, важные встречи, ваши планы, у кого-то бизнес. Итак, первый знак судьбы. Клетка, да? Сидим, что-то ждем. Двери уже открыты. Неожиданно, честно говоря. Я тоже смотрю вместе с вами, мне интересно. Хоть и моя дата рождения, она вот как раз между, да, Овном и Тельцом. Никогда не разберешь, кто я на самом деле. Но это так, лирическое отступление. Но знаете, вообще, это ведь искаженного восприятия карта. То есть мы что-то себе надумали. И вот куда-то так, как этот человек, смотрим. Что-то мы там видим, но тем не менее мы ждем. И вот в этой колоде она такая беспристрастная, я бы сказала, холодная. Это метафорические, по сути дела, карты, которые нам как раз дают эту метафору. И вот эти вороны, вороны — это символ мудрости, один из символов мудрости. Как будто они сидят и ждут. Ты там подзастрял, дорогой. Давай мы с тобой местами поменяемся. Тебе явно там на корточках, наверное, и неудобно. Вот нам там вполне сгодится. Вот как будто нужно что-то поменять местами, может быть и так. Вам явно на что-то нужно решиться. Вот такой знак судьбы. Может быть, это вот как раз та тема, которую вы теперь обдумываете. Знаете, может быть, вы думаете, как прежде, ведь эта карта, почему искаженное восприятие? У нас сейчас время такое, ретро-уран. Ну, уран, мы говорим, ломает нашу жизнь. Но самое главное, наверное, не столько даже жизнь, сколько уран ломает наше представление о ней. Ломает наше восприятие, восприятие знакомых вещей и людей. Вот какие-то новые методы нам нужно применить. Может быть, как раз с учетом ретро, к какому-то знакомому вопросу, как будто решиться на что-то нужно. Давайте откроем вторую карту, может быть, нам дадут пояснение. Что-то овны задумали. По отшельнику это, знаете как, какая-то
высшая идея, как жизненный путь, какой-то высший смысл. Ведь это философ, ведь это мудрец, какие-то мудрые решения, старший аркан. Тут могут так складываться события, обстоятельства, что тут действительно, почему подзастрял, да? Тут не столько подзастрял, может быть, именно решиться, хотя у вас с решимостью полный порядок. Но, может быть, это какое-то совершенно новое дело. А методы вот как раз они пока и не ясны. Нет явных инструментов. Ну и правда, тут и время-то надо сказать. Мы ведь всего смотрим на 10 дней. Но я должна в целом сказать, как и декабрь, так и январь 26-го. Это не время новых начинаний. И если какая-то идея, вот как верховенственный какой-то смысл, задумка ваша, да, но условно он не выходит из головы, возвращается к вам в том или ином качестве, или с каким-то продолжением, или в каком-то видоизмененном тоже качестве, да, с какими-то вариациями. Но это явно не случайно. Явно нужно вам как будто подготовиться, может быть, да, сделать конкретные шаги, что-то разузнать. Может быть, это у кого-то разузнать, как работает в отношении вас закон, или на вот ту задумку, идею, цель переложить на какие-то мелкие составляющие, как тезис-план. Может быть, этот тезис-план будет не один, а 3. План А, план Б, план С. Попробовали одно, ага, не пошло, ладно, до свидания, переключились на что-то второе. Подстраховаться определенно тут стоит, потому что тут действительно по аркану отшельника какой-то путь вы будете проходить в одиночку. И страховка, она не помешает, по крайней мере, для самих себя. Если просчитаем именно альтернативные варианты, ну, тогда мы увереннее себя чувствуем. Тут придется пройти какой-то путь, как будто, ну, вы там не ходили, вы там не были. Каким-то делом вы не занимались. Может быть, это у кого-то поездка-переезд или ваш проект, бизнес-проект, проект по творчеству. То, что вы хотите осуществить. Овен явно не стоит на месте. И, может быть, вам самим, мои дорогие, уже мучительно, потому что вы чувствуете, подзастрял. С одной стороны, может быть, и есть какая-то реальность, потому как отшельник, ведь он тоже идет медленно. Он не с места в карьер. Это не о скорости ни разу. Это искусство мелких шагов, кстати, да. И коррекция где-то планов, причем мудрая, потому как мы ведь не знаем, что мы там увидим еще завтра, правда? Поэтому вроде как и подзастрять нельзя, а с чего-то нужно начать. С чем это связано? Это что такое? А. Тут, знаете, личная жизнь, вопросы дома, вопросы финансового благополучия и откуда к вам приходят деньги. Вот конкретно четверка жезлов. Это все то, что у нас по ретро-урану в Тельце как раз там благополучие проходит. И, может быть, у вас сразу и вопросы работы, и вопросы жилища, скажем, или места пребывания. Ну, еще и какая-то денежная, материальная составляющая. Это, знаете, как Гордиев узел, может быть, и так. Так, а тут явно какой-то план. Ваша задумка, мои дорогие овны. Тут надо пробовать альтернативно. Ну, не просто пробовать, а именно, вот как я сказала, просчитывать что-то, да? И иметь, может быть, шаги к отступлению, если видим, что-то не пошло. Ну и ладно, переключимся на что-то другое. Ну, вот эти 3 плана, план А, план Б, план С, явно тоже не повредит. Но оно как будто того стоит. Будет более стабильнее ваша жизнь, более что-то будет понятно. И это ведь у нас колода 78 дверей, открытые двери или закрытые. Вот посмотрите, по отшельнику вообще, ну тут только соблазны, да, в виде такой двери, от которых он как будто отказывается даже, да. Тут почему философская такая карта? Потому что тут не совсем с позиции, да, цена. Тут с позиции ценности какой-то вопрос стоит. И как будто даже вам, ну, может быть, и есть финансовая составляющая, но все-таки вами руководит нечто высшее, чем просто цена или просто деньги, мои дорогие. Может быть, ваше отношение к финансам меняется, а деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Кто-то из вас теперь это осознает вот в полной мере. И если я буду держаться, может быть, сейчас за какое-то даже, да, благополучие, да, вот клетка же она защищает с одной стороны, правда? Хотя она клетка, она
Это не стена, все-таки пространство между против имеется. Но, тем не менее, от каких-то казусов, ну или таких очень сильных воздействий внешних в какой-то мере она может защитить. Но это все равно иллюзия. Где-то вы это сами явно понимаете. Но, правда, какое-то решение вам придется принимать. А на кону стоит что-то важное. Так вот, тут двери у нас закрыты. Вам как будто нужно попасть. Вот для кого-то, правда, будет с поездкой связано, с путешествием, перемещением. И именно по части жилища. Как будто вам нужно, может быть, у кого-то релокация офиса. Или вам по работе нужно куда-то переехать. Вот я такое могу допустить, да? И потом переехать с семьей. Но в конечном-то итоге, если мы говорим о закрытой двери или открытой, мы сами закрываем эту дверь. И все, кто надо, они уже в сборе. Поэтому вот если и есть слово благополучие, да, и вот олицетворение его, вот это как раз четверка жезлов. Ну и как 4 столпа. И я называю эту карту праздник после победы. Поэтому, вот как я говорила, разбейте на какие-то тезис-планы, а этих планов как минимум 3. Будьте готовы к неожиданностям. Праздник будет, это правда. Но явно корректировать планы вам придется. Тут двери шкафа, они открыты, мои дорогие. И трое примеряют наряды. План А, план Б, план С, так и хочется сказать. Но на самом деле ведь перекликается. Будьте готовы корректировать планы. Вот такие знаки судьбы. Но как будто оно того стоит. Ну, давайте еще достанем. Это что? Ну, опять победа. Вот вам, мои дорогие, победа, вот вам и праздник после победы. Да, что-то Овен задумал. И вы знаете, есть какой-то высший смысл, высшая идея уделить внимание вот именно этой задумке, переложив ее так постепенно, причем с коррекцией, на ту реальность, в которой присутствует. Пока мы, знаете, как будто пройдет время, и если вы себя как бы не попробовали, не сделали в чем-то осторожные, именно осторожные по отшельнику шаги, мы будем сожалеть, что мы на что-то не решились. Но если бы просто прежде, например, да, если мы говорим о методах, ваш знак зодиака ставит цель, и, что называется, не вижу препятствий. Знаете, где-то штурм, да, или какой-то прыжок, он предполагается. А тут нет, тут методы другие. Мы к чему-то должны приблизиться. Ну и, может быть, вот как, кстати, в этой колоде есть такая карта «Четверка пентаклей». Там забор, да. Не можем мы перемахнуть вот прямо так вот, переступить, перешагнуть этот забор. Ну, перелезть-то мы его вполне можем, почему нет? И это я где-то об альтернативных методах. Но тут у вас какая-то тема явно стоит свеч, как игра стоит свеч. И я должна сказать, вот я люблю карту «Отшельник», кто бы что ни думал. Но это значит, мне никто не мешает. Вот и вам никто мешать не будет. Ладно. Что или кто появится неожиданно? Рыцарь мечей. Бунтарь без причины. Человек может появиться. Но, кстати, карта может говорить, что вы сами можете взбунтоваться. По этой карте, вот если мы со знаком плюс, то это когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Мы находим какие-то альтернативные методы. И я должна сказать, у вас появится, может быть, буквально все же рыцари, иногда, как и пажи, говорят нам о людях, которые нам приносят какую-то весть. Это может быть человек, который вам напишет или пришлет, ну, может быть, в нашу цифровую эпоху, СМС-сообщение или какая-то новость. Есть элемент неожиданности, но также эта карта включает в себя элемент скорости, когда вам придется быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. И, может быть, для кого-то это и будет уже, ну, какое-то более далекое путешествие или путь. А для кого-то это просто много мелких инстанций. Вот это больше проигрывается именно, когда мы готовимся. Мелкие какие-то вопросы уточняем. Перемещаемся, может быть, по официальным лицам или по каким-то юристам. Узнаем, как и в отношении нас работает закон. Работа интеллекта, в принципе, да. Но бунтарь без причины также нам говорит неожиданно в вашей жизни. Ну, какой-то провокатор может появиться тоже. Вот будьте к этому готовы. Но мы с ним спорить не должны.
И если мы говорим, что ничто не происходит случайно, даже та мысль, мои дорогие овны, которая вам на первый взгляд не понравится, может вызвать сопротивление. А вполне вероятно, в этом будет рациональное зерно. Где-то это как раз карта ломает наш шаблон, стереотип, какие-то наши табу. С чем это связано? Это про что? А это как раз, что нам придется осваивать какие-то новые методы, кому-то учиться буквально, кому-то получать документы, сертификаты. Или осваивать, кстати, работу на дому. Вот иногда по тройке пентаклей как раз раскрытие наших талантов. Но также жизненный экзамен. Пожалуй, это все то, что я долго говорила по знакам судьбы. Где-то перекликается. И знаете, и финансы ведь в том числе. Потому что это не есть любопытство, да, или какое-то, ну, знаете, желание такое импульсивное в чистом виде. А когда мы это перекладываем на практику, а потом приносит это деньги. Ладно, давайте откроем вторую карту. Что же там, на пороге каких событий вы стоите? На пороге каких событий вы стоите? Еще одна карта отшельник. На тех, ну, где-то те события, вот, которые вы сейчас явно и обдумываете. А что это такое? Четверка пентаклей. Ну, вот это о чем я говорила, но это с другой колоды. Вот какой-то забор вы не перемахнете. Вам его нужно буквально перелезть. Очень мне хочется, мои дорогие, так вот быстренько, жвавенько найти эту карту, потому что один раз увидеть, кто смотрит мои расклады. О, она рядом. Вот понимаете как? В какую-то дверь мы не войдем. Почему альтернативный способ мышления? А потому как тут что-то в реальности не может происходить. Может быть, это Уран меняет именно наше восприятие. Какой-то вопрос нужно поставить альтернативно. И если мы думали, я не могу войти в эту дверь, либо дверь должна вырасти, либо девушка наша должна уменьшиться. Ну, не будет ведь этого, мы понимаем. А то тут, в этой карте, то, что мы считали нашим минусом, как рост, например, да, наоборот, может нашим плюсом. Мы этот забор можем перелезть. Да легко. Более того, мы можем распытать, ну, разузнать обстановку за этим забором, заглянуть мы тоже можем. Поэтому вот это все то, что я говорила. Что-то вы можете уточнить на месте, может быть, где вы сейчас находитесь, и если это связано с перемещением. Или вы можете у юристов узнавать, допустим, не додумывать самому, а додумывать-то можно, но перекладывая на практику, уточнять именно, а конкретно. Вот ваша задумка, как это можно осуществить. И тогда по ходу действия пьесы вашей у вас появятся новые возможности. Вот тут явно четверка пентаклей мы, ну, где-то должны осмотрительно, ведь обе карты, по сути дела, на данный период времени, какие события идут на ваш порог. Ну, вот это когда мы должны именно вот или эти три плана создать, или альтернативный какой-то метод разработать. То есть вот это ожидание, оно вынуждено. Это словно, может быть, ну, какой-то период. Подготовка, я бы сказала, это период, может быть, подготовки. И что тогда? На пороге каких событий вы стоите? Что для вас вот эта подготовка? Какая-то будет радостная новость. Что еще? Ну, а игра стоит свеч. Будьте дипломатами. Вы можете оказаться как и среди общности людей, которые не совсем, ну, входят в ваш ближайший круг окружения. Или это может быть вообще, в принципе, какое-то дело, в котором, ну, вы прежде не занимались, и вы чувствуете себя как новичок, да? Я вроде как не профессионал. И поэтому вам дипломатия будет помогать. Тут вот, как я говорила, что вот этот забор, о котором мы рассказывали, да, тут ведь можно воспринимать как наши эмоции, которые где-то с рывка, да, вот этот прыжок. У нас тоже не получится осуществить. Тут именно нужно связать воедино то, что прежде вам казалось несовместимым. Вот как.
но это карта вашей силы. Может быть, у кого-то из вас это вопросы, которые будут касаться личной жизни тоже. Или связанные конкретно с вашими детьми. Но тут как будто добрые вести, понимаете? Поэтому вы точно вот решите то, о чем вы сейчас думаете. И пусть карты, мы говорили, это потоковая информация, но с первой карты тут ведь нам именно про какие-то думы, интеллектуальные размышления, назовем это так, выход из сложившегося положения и одновременно планы на будущее. Ладно, давайте мы дальше узнаем. Так, а к чему это все идет? Наверное, вас этот период готовится к тому, готовит точнее к тому, что вам еще придется словно пройти, исследуя непознанную землю без карты, 1000 неопределенностей. Вам как будто в новых методах нужно учиться, понимаете, как взаимодействовать с людьми, к примеру. Освоить, может быть, буквально как по тройке пентаклей, новые какие-то знания получить, освоить ресурсы, да, ресурсы как скиллы. Вам это будет помогать. 2 старших аркана. Да тут вам по судьбе. Я бы всегда сказала так. И, кстати, отшельник. Я тут вижу, смотрите, 2 отшельника. Тут та тема, которая целиком и полностью зависит от вас. Кстати, я могу допустить, на пороге каких событий вы стоите. Может быть, для кого-то из вас именно в центре вашего вопроса. Пусть не для всех, понятно. Но одновременно то, что вы задумали, каким-то образом может перекликаться, к примеру, с вашими детьми или с вашим ребенком. Ну, может быть, это с кем-то из близких. Вот такое тоже я допускаю. Потому что, ну, видимо, вот вы какой-то альтернативный способ рассматриваете по тому или иному вопросу или сфере жизни. А тут имеется в виду какое-то продолжение, как будто смысл. Ведь колесница тут действительно, как и переезды, перемещения, у кого-то это могут быть, если мы так поближе смотрим, вопросы, связанные с транспортным средством, да, прояснится. Вот, может быть, вопросы по части транспорта прояснятся, или каким образом вы будете перемещаться. И у нас то время сейчас с вами, когда 3 основные задачи, да, это все-таки финансы, поскольку мы живем в сложное время, и мы говорим ресурсы, один из способов взаимодействия с миром. Быть мобильным– это второе. Ну и третье– быть информированным, то есть иметь возможность, доступ в интернет. Вот, наверное, если вы так переложите на какой-то ваш план осуществления, то вы можете прийти к выводу, что правда. Каким-то образом, если соединить вот эти 3 как ипостаси, да, воедино, вот это где-то и есть дорога к успеху. Ну, или понимать, вот как это вот 3 составляющие взаимодействуют с вашими планами, задумками, но и между собой тоже. Но у кого-то напрямую, может быть, придется решать вопросы, которые именно связаны по перемещению. И это тоже для вас будет означать какой-то последующий успех. К чему все идет? Вам еще придется достаточно длительное время, но я могу с уверенностью сказать, даже если по ретро-урану, да и старшие арканы, никогда не на 10 дней. Это более долгий период. Кто знает, может быть, для вас это будет как минимум период где-то, как и весь декабрь, так еще и февраль. А может быть, когда Уран перейдет в прямое движение, мои дорогие, это уже где-то февраль, это после 4 февраля. Тут что-то будет более конкретно. Ладно, сфера личной жизни, любви, 6 жезлов. Ну, конечно, личная жизнь не только про любовь, это ваша личность, а у вас 2 карты отшельника. Вы для себя на первом месте. Но по отшельнику это не когда мы на себе настаиваем, да, или на своих собственных убеждениях. Нет, это мудрец. Вот вы как-то свои планы будете соотносить с реалиями, как что-то сделать мудро. Тем не менее, еще одна карта победителя. У вас какая-то победа. Либо в вашем личном деле, в вашем личном творчестве. Может быть, где-то будут решаться и вопросы по части вашего дома, вашей семьи, вашей пары. Но вы первую скрипку играете.
Может быть, это вы чувствуете, что куда Овен, туда и семья, туда и ваши близкие. На вас смотрят, на вас равняются. Вот это я могу предположить. Я должна сказать планетарно, шаг за шагом вы набираете силу. Но жезлы, дела, работа, бизнес, повторюсь, и откуда к нам приходят деньги. Вот вам и победа, 2, и праздник после победы. Ладно, что ж там про деньги? Вот интересно, правда? Вот почему вы не наоборот? Ну вот, видимо, все сферы жизни для вас будут важны. Как и ваши достижения, так и финансовый эквивалент по достижениям, ну и личная жизнь. Где-то карта говорит, многие финансовые вопросы будут решены и зависеть будут от твоей дипломатии. Мы об этом тоже с вами говорили. Но вообще 2 кубков – это есть какой-то человек, как минимум один, который с вами заодно. Или который вас любит, который вас поддерживает. Это чувство, это эмпатия, это искренность, это верность. Поэтому вы как будто не один, мои дорогие. И может быть это где-то поддержка, да, со стороны близкого человека. Это для вас будет тоже очень много значить. И может быть по части финансов тоже чья-то помощь. Хотя у вас карты выпали, да, и, кстати, 2 карты отшельника, если мы про деньги. Это отшельник не о деньгах. Но деньги как будто есть, нам уже об этом говорят, да, потому что все-таки промежуточная карта о том, что ресурсы у вас сейчас есть. Ну и 2 карты победителя нам об этом тоже говорят. Карта силы где-то. Но не время их тратить. Вот они вам могут в последующем понадобиться. А сейчас как будто и деньги не самое главное. Деньги будут нужны как механизм, инструмент на последующее время. Что же там ваши достижения? Может быть, это конкретный человек, для кого-то из вас по достижениям, партнер по бизнесу. Или в лице руководителя проекта, про руководителя на работе. Есть такой человек, который напрямую даже, я могу предположить, мы все разные, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Тут есть еще такой момент. Ретро-уран в Тельце оказывает влияние в первую очередь на знаки зодиака как раз стихии воды и земли. И может быть это на вас решение людей или новости, которые они вам принесут. Да, это не вы инициировали, но они к вам от таких людей приходят. И каким-то образом воздействует это на вас, либо это для вас будет подсказка, для чего-то вам это будет нужно. Но это единственная карта персональная в колоде, которая вам сразу на дела, на работу, на бизнес, на планы говорит однозначно. Разделяй. Разделяй, что относится к эмоциям, а что относится к реальности. У нас всегда король кубков на каком-то постаменте находится, да, или участок суши. И это прообраз материализма. И эмоции, которые он готов дарить, это вот то, что про кубок, да. И, кстати, подзорная труба, он умеет благодаря интуиции предвидеть на пару шагов вперед. Это правда. Вот вам нужно и интуицию свою включить на максимум. А интуиция это у нас что? Тандем интеллекта и прежнего опыта. Ну, тогда и подсказок будет больше. Но не смешивать, да, не добавлять эмоций в какие-то более рациональные дела, конкретные вопросы, и тогда путаницы в вашей жизни будет меньше. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Приглашаю вас на свой сайт. Все ссылки в описании под видео, мои дорогие. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.